Всем салют, вы на канале Где моя клюшка, чувак, и это ежедневная рубрика на время действия чемпионата мира «Обзор дня». Здесь мы обсуждаем все прошедшие матчи игрового дня, посмотрим, какие были ожидания, какие составы приготовили команды, как развивалась игра, и сделаем выводы. Итак, по каждому матчу. Давайте начнем, но перед этим у меня к вам огромная просьба поставить лайк на это видео, а также подписаться на наш телеграм-канал, где каждый день выходит максимально оперативная информация, какие-то мои рассуждения, интересные викторины и опросы на тему хоккея. Ссылка в описании, а QR-код на вашем экране. А если хотите поддержать или отблагодарить именно меня, вы это можете сделать по второй ссылке в описании или по QR-коду слева на вашем экране. Большое вам спасибо, только с вашей поддержкой я смогу продолжать вести этот канал, ведь на нем пока нет ни единой рекламы. Начнем с матча Швейцария-Норвегия. Какие у меня были ожидания перед матчем? Швейцарцы должны были показать, кто в доме хозяин, и достаточно буднично разделаться со скандинавами. Отдельно хотелось бы понаблюдать за первым звеном швейцарцев, где играют Йось, Курашов, Хишер. В Норвегии тоже есть парень, который приковывает внимание, и это не Мат Цуккарелло, а Патрик Торресон, который добрых 7 лет посвятил нашей континентальной хоккейной лиге, где выступал очень удачно и стал по-настоящему живой легендой. Матч начался с гола Свена Андрегетта, который неплохим броском из круга вбрасывания поразил ворота Норвегии. Ответ скандинавов не заставил себя ждать. Заброшенной шайбой отметился Маркус Викенстад, который вместе с нашим старым во всех смыслах знакомым подкараулил ошибку швейцарцев. Дальше второй период, типичный бросок от синей линии с трафиком у ворот, и Роман Лёфель оформляет свой первый гол на этом ЧМ, после чего швейцарцы наконец сломили оборону соперника и ушли по-настоящему в отрыв. Заброшенными шайбами отличились Свен Сентерлер, Тристан Шервей, ну и куда без Нина Нитрайтера. За минуту до конца Норвегия забила свой второй гол, но это было уже слишком поздно, и итоговый счет 5-2. У Патрика Торресона 2 ассиста, 63% выигранных вбрасываний и 21 минута на площадке, и это в 40 лет. Еще раз повторюсь, живая легенда. А вот звездное первое звено швейцарцев так ни разу и не отличилось. А мы идем далее. Словакия-Германия. Словаки привезли на самом деле очень мощный состав. В итоге у них получилось 9 игроков НХЛ. После такого я их расценивал как минимум наравне с немцами, у которых по именам может все не так радужно, но по игре они в полном порядке. Матч должен был получиться ярким, ровным и супер увлекательным. Давайте скорее посмотрим на это. Первый период получился довольно скучным, не хватало акцентированных бросков по воротам. Команды на двоих родили лишь 14 бросков. Зато во втором начался настоящий экшен. Сначала немцы за 2 минуты забили 2 шайбы. Отличился Доминик Кахун. Вы его должны помнить по выступлениям за Чикаго. Также свою шайбу забросил Йонас Миллер, легенда немецкого хоккея. Далее швейцарцы решили повторить результат немцев и за те же 2 минуты забили те же 2 шайбы. В основном их сделали парни из НХЛ. В первом случае отличился Гривик, затем шайбу забросил Фихервари. А через минуту немцы громко хлопнули дверью в раздевалку и забили еще. Отличился Лукас Келбел. В начале третьего периода очень классную шайбу забил Марк Михайлис, вроде сняв все вопросы, но словаки сразу включились, и Гудочек отыграл одну. Свое слово сказал, даже не хочу это выговаривать, Ленхар Пфёдерль. Снова отскок и снова добивание. Недоработка защиты. Но дальше гол в пустые, 6-3, на что словаки ответили своей заброшенной шайбой. Итоговый счет 4-6 в пользу немцев. Отличное начало группы для Германии. Играя хуже, они закрыли довольно сильную сборную Словакии. По броскам у словаков вообще почти двукратное преимущество. Лучшим игроком матча стал Фёдерль
с 3 очками, у словаков 2 очка у Гривика. Пойдем дальше к самому интересному матчу, не то что игрового дня, а всех матчей в группе США-Швеция. Хоть этот матч и состоялся в первом туре, все равно именно он должен определить команду, которая займет стратегически очень важное первое место в группе. С очень боевыми составами клубы подошли к этому матчу. Давайте посмотрим, что было по самой игре. Команды начали предельно осторожно, но одну шайбу в первом периоде забить удалось. Это сделал Эриксон. Тот, что Джей тут не лучшим образом сыграл с Андерсон, закрыв обзор Лайону. Во втором периоде Швеции удалось забить быструю шайбу, возня на пятаке по отборе хлесткий бросок свободного льда от Реймонда, окончательно раскрывшего эту игру. Дальше наконец забивает и США, отличился Зак Веренский после феноменальной передачи от Джонсона, просто вау. Но США недолго радовались, Швеция снова вернула преимущество в 2 шайбы. На этот раз отличился уже, можно сказать, ветеран Маркус Йоханссон. В начале третьего Нельсон отыграл 1 шайбу, мощным и главное точным броском с пятака. Но на этом, пожалуй, все. Дальше только 2 шайбы шведов в пустые. Не получилось у американцев зацепиться за этот матч, даже играя 6-4 в концовке. В пустые забивали Хедман и снова Эриксон. Матч получился огненным, классно сыграл Густавсон в рамке ворот шведов, а из полевых игроков хочется отметить Эриксона, набравшего 3 очка. Ну и Виктора Хедмана, у которого показатель полезности, между прочим, плюс 3, и к этому он добавляет еще 2 результативных балла. И последний матч Чехия-Финляндия. Получился довольно скучным, чем запомнилось основное время, это велотекучим хоккеем, небольшим количеством бросков, отмененным голом чехов и серией удалений в третьем периоде. На этом, пожалуй, все. Дальше мы смотрели буллиты, а это всегда очень интересно, тем более там показывали кадры, которые были точно веселее всего происходящего на площадке. Касса и Червинг реализовали свои попытки, а финны так и не смогли ни разу пробить Сяттеры, у которого по игре 28 сейвов, плюс еще 4 в серии после матчевых бросков. Именно он и признан лучшим игроком матча. На этом все. Если вам понравился такой экспериментальный формат, то подписывайтесь на канал, пишите свои пожелания в комментариях, ставьте лайк и не забывайте про наш Telegram и Boosty. Ссылка в описании и на экране. Спасибо еще раз за просмотр. Всем больше хоккея.